А вы знали, что за сияющей улыбкой одного из самых красивых и высокооплачиваемых актеров Кореи скрывается боль, которую он прятал почти всю жизнь? Как мальчик с больным сердцем, страдающий от одиночества, смог стать любимцем миллионов и одновременно жертвой разрушительных обвинений? История Ким Су Хёна – это не просто рассказ об успехе. Это путь через слезы, страх, молчание и попытку уйти навсегда. Останьтесь с нами, потому что то, что вы узнаете дальше, может навсегда изменить ваше отношение к нему. Детство под тенью боли. Он родился не в блеске славы и не под вспышками фотокамер. Ким Су Хён появился на свет 26 февраля 1988 года в Сеуле, обычном городе, в обычной семье, которая очень скоро перестала быть полной. Его отец, певец Ким Чхун Хун, ушел из семьи, когда мальчику был всего 1 год. Этот уход оставил не только пустоту в доме, но и глубокую рану в сердце ребенка. С ранних лет Ким страдал от врожденного порока сердца. Он часто болел, пропускал занятия и почти не общался со сверстниками, а при попытке говорить заикался. Это заикание стало настоящим барьером между ним и окружающим миром. Он рос тихим, замкнутым, наблюдающим. Мир казался ему слишком шумным, слишком быстрым и слишком чужим. Мать Ким Су Хёна – сильная женщина, которая поднимала сына одна. Она работала и дома, и на нескольких подработках, лишь бы обеспечить ему хоть какой-то минимальный комфорт. Он всегда видел, как она уставала, как прятала слезы, чтобы он их не заметил. И в ответ он молчал, но в памяти навсегда сохранял каждую деталь. В глубине души он поклялся, однажды он обязательно сделает все, чтобы она гордилась им. Единственной отдушиной в детстве для него стали фильмы и сценки, которые он тайно разыгрывал в своей комнате. Он смотрел на экран и каждый раз мечтал: вот бы и я оказался там среди людей, которые говорят уверенно, живут ярко и могут быть кем угодно. Он еще не знал, что именно это желание быть кем-то другим хоть на минуту однажды спасет его жизнь и приведет к звездам. Шаг в мечту, побег от молчания. Когда Ким Су Хёну исполнилось 15 лет, мама настояла: попробуй себя в школьном театре. На тот момент он почти не разговаривал с одноклассниками, избегал больших компаний и жил в своем тихом, закрытом мире. Но именно сцена стала тем местом, где он впервые почувствовал, что может говорить не как Ким Су Хён, а как герой, которого изображает. Первый спектакль был простым, обычная школьная постановка. Но стоя на сцене, он неожиданно произнес свою первую реплику без заикания. Это было чудо. Или, может быть, освобождение. Он понял, внутри него есть голос. Громкий. Яркий. Настоящий. Именно тогда он влюбился в актерское искусство. Не потому, что мечтал о славе, а потому, что оно дало ему то, чего не было в жизни. Свободу быть собой, не боясь осуждения. С этого момента все изменилось. Он начал читать книги по актерскому мастерству, смотреть кино с тетрадкой в руках, записывая мимику, интонации, выражения лиц. Он не просто мечтал, он учился. Он не просто играл, он дышал этим. После окончания школы он поступил в университет искусств Чунан, и там его талант заметили преподаватели. Он больше не был тем тихим мальчиком. Теперь он стал студентом, актером, мечтателем. Но никто тогда еще не знал, что этот мальчик, выросший в тени, однажды станет светом для миллионов. Восхождение на вершину. Путь на экран начался не сразу. Первые пробы, на которые приходил Ким Су Хён, завершались отказами. Он казался слишком неприметным, слишком тихим, и у него не было никаких связей в индустрии. Но сдаваться он не умел. Он продолжал снова и снова, и с каждым отказом становился только упорнее. Все изменилось, когда он получил роль в молодежной драме «Dream High», где сыграл парня, мечтающего стать певцом. Он не просто справился, он стал настоящим открытием. Его невинный взгляд, искренность в голосе, живые эмоции — зрители полюбили его с первой серии. Он не играл, он проживал. После этого началась лавина. В исторической драме «Лунный свет в объятиях солнца», где он сыграл юного короля с трагичной судьбой, он стал национальной звездой.
Затем была фантастическая история «Ты с небес», где он перевоплотился в инопланетянина с человеческой душой и стал мировой сенсацией. Каждая его роль попадала прямо в сердце. Он был не просто актером, он стал символом доброты, любви и внутренней силы. Фанаты по всей Азии, Южной Америке и даже Европе начали называть его актером с глазами, в которых можно утонуть. Он стал лицом брендов, частым гостем на шоу и человеком, чье имя знали даже те, кто ни разу не смотрел корейские дорамы. Но вместе с ростом славы начала расти и его внутренняя тревога. Он понимал, чем выше поднимаешься, тем больнее потом падать. Тяжесть славы. Когда миллионы людей знают твое лицо, улыбаются тебе с экранов и кричат твое имя на фан-встречах, это может показаться мечтой. Но для Ким Су Хёна эта мечта со временем превратилась в ловушку. Он больше не мог просто выйти на улицу. Не мог спокойно пойти в кафе. Не мог остаться один. Каждое его движение, каждый взгляд, даже молчание становились поводом для обсуждений, слухов, сплетен. Внутри актера начала зреть тревога. Он перестал нормально спать. Позже он признался, после крупных съемок он мог несколько недель не разговаривать ни с кем, даже с родными, просто чтобы восстановить себя. Он боялся превратиться в машину, которая играет ради лайков, а не ради чувств. Он боялся потерять себя. Но хуже всего было то, что он начал чувствовать давление со стороны самой индустрии. Роли, которые ему не нравились. Контракты, которые навязывали. Имидж, который нужно было поддерживать любой ценой. Он не мог быть уязвимым. Не мог сказать, что устал, что ему больно, что он живой. Он закрылся. Начал реже появляться на публике, отказывался от интервью. Фанаты строили догадки, он стал высокомерным. Он холодный. Но правда была совсем другой, он медленно выгорал. Сколько нужно держать маску, чтобы забыть, кто ты под ней? Любовь, о которой никто не знал. Ким Су Хён всегда оставался загадкой для публики. Пока другие актеры мелькали в заголовках с громкими романами, он хранил молчание. Фанаты гадали, были ли у него вообще отношения. Но за этой тишиной скрывалась история, о которой не знали даже самые преданные поклонники. Во время съемок одной из дорам, когда он был уже на пике славы, Ким Су Хён познакомился с девушкой. Не актрисой, не моделью, а ассистенткой на площадке. Тихая, скромная, с добрым взглядом. Она не смотрела на него как на звезду. Она просто слушала. И он, впервые за долгие годы, смог говорить без страха. Их отношения длились больше 2 лет. Тайна. Без фото, без скандалов, без внимания. Он даже водил ее в поездки под чужим именем, лишь бы сохранить хрупкое чувство, которое согревало его в самые темные моменты. Но в мире, где каждый шаг актера рассматривается под лупой, счастье редко живет долго. Девушку начали узнавать. Слухи просочились в сеть. Появились грязные спекуляции, она использует его, она ему не ровня. Она не выдержала давления и ушла сама. Он не удерживал. Только тихо сказал: «Если бы я был обычным человеком, я бы боролся за нас». После этого он больше никогда не упоминал о любви. И, возможно, именно поэтому его глаза на экране всегда наполнены печалью. Потому что они зеркало того, что он потерял. Трагедия, которую не остановить. Это случилось в январе 2025 года. Южнокорейские новостные сайты взорвались с заголовками: актриса Ким Сэ Рон найдена мертвой в своей квартире. Предполагаемое самоубийство. Мир опешил. Ей было всего 24. Но сильнее всего этот удар пришелся по одному человеку, Ким Су Хёну. Мало кто знал, но он знал ее с детства. Они не были в открытых романтических отношениях, но были ближе, чем просто коллеги. Он поддерживал ее, когда она оказалась под шквалом критики после скандального ДТП. Он не отвернулся, когда почти вся индустрия молчала. И именно тогда, по словам ее близких, она начала ему доверять больше всех. В январе все оборвалось.
За день до своей смерти Ким Сэ-рон прислала ему голосовое сообщение, в котором говорила, что устала бороться. Что ее все забыли. Что только он единственный, кто по-настоящему ее слышит. Но он не успел ответить. Он был на съемках. Он просто не услышал. Не тогда. А уже утром его разбудил звонок. Ее не стало. Через несколько дней в интернете всплыла аудиозапись. Голос Ким Сэ-рон, сломанный, уставший, надломленный, говорил о том, что если бы она захотела, то могла бы потопить одного актера, рассказав правду, о которой мир не готов узнать. СМИ подхватили это мгновенно. Имя Ким Су-хёна оказалось в центре грязных обсуждений, домыслов и обвинений. Фанаты разделились. Одни защищали, другие называли его монстром под маской. Он молчал. Несколько недель. Ни единого слова. Ни для прессы, ни в соцсетях. Он просто исчез. И именно тогда началась новая глава. Самая темная в его жизни. Голоса обвинений. Тишина Ким Су-хёна после трагедии Ким Сэ-рон породила еще больше вопросов. Почему он молчит? Почему не объясняет? Значит, ему есть что скрывать? Спрашивали в сети. Интернет сделал то, что умеет лучше всего, начал судить. Начали распространяться домыслы, полуправда, вырванные из контекста переписки, старые фотографии, снятые годами ранее, и бесконечные спекуляции на тему их тайных встреч. Один анонимный аккаунт написал: он сломал ей жизнь. Он был взрослым, когда она была ребенком. Он молчал, пока она умирала. Появились снимки, где они вместе на закрытых мероприятиях, несмотря на то, что официально не работали друг с другом с тех пор, как ей исполнилось 15. Фанаты требовали правды. Спонсоры дистанцировались. Контракты замораживались. Друзья молчали. Телевидение перестало приглашать его. Постеры с его лицом исчезли с улиц. Его имя убрали из рейтингов самых популярных актеров. Он подал в суд на клевету. Но даже это стало поводом для новых нападок. Он пытается заткнуть людей деньгами. Кричали хейтеры. Каждую ночь он проводил в полном одиночестве. Он больше не спал. Он почти не ел. Он просто листал тысячи комментариев. Ты убил ее. Ты разочарование. Даже если он не был виноват. В глазах многих он уже стал чудовищем. И тогда, в один из таких вечеров, он подошел к самому опасному краю своей жизни. Молчание на краю бездны. Ночь. Никаких камер. Никаких вспышек. Только он и тишина. Тот январский вечер Ким Су-хён запомнил навсегда. Он сидел на полу в своей квартире. Телефон лежал рядом, экран был залит тысячами гневных комментариев, сообщений с обвинениями, проклятиями. На стене фотография матери. Та самая женщина, которая когда-то спасла его от одиночества. Теперь он не хотел, чтобы она видела, во что превратилась его жизнь. Он закрыл все шторы. Выключил свет. Он не плакал. Просто сидел, уставившись в пустоту. И тогда в голове всплыла одна простая мысль. Если я исчезну, все закончится. Он начал писать письмо. Без обвинений. Без пафоса. Просто слова благодарности. И извинения. Фанатам. Коллегам. Маме. Он уже стоял у окна. Один шаг и все. И в этот самый момент пришло сообщение. От той самой девушки. Той, что когда-то ушла, чтобы спасти себя. Она знала, как он молчит, когда больно. И ее слова звучали как крик в бездне. Если ты уйдешь, они победят. А если останешься, ты снова станешь светом для кого-то. Я знаю. Ты уже был для меня этим светом. Он не ответил. Он просто сел на пол.
Утро он встретил с открытыми глазами, но закрытым сердцем. И тогда он понял: я не уйду, но и жить по-старому больше не смогу. С этого момента начался другой путь. Путь к себе. Возвращение сквозь слезы. Первое, что он сделал, выключил интернет. Удалил все приложения. Ушел с радаров. Никаких съемок. Никаких встреч. Никаких слов. Целых 3 месяца Ким Су Хён провел в уединении. Он уехал из Сеула, не предупредив никого, даже мать. Он поселился в небольшом доме у моря, где был только шум волн. И дневник, в который он писал. Впервые за долгие годы он начал слушать себя. Он не играл. Он не притворялся. Он просто был живым. За это время в сети затихли крики. Некоторые бренды начали возвращаться. Фанаты писали письма с извинениями, он не открывал. Но одно письмо он прочитал. От мальчика, живущего с таким же пороком сердца, как у него с самого в детстве. Там было всего 3 строки. «Вы мой герой. Если вы сдадитесь, мне тоже ни за кем будет идти. Пожалуйста, держитесь». Это письмо он повесил на стену. И в тот же день позвонил своему агенту. Он согласился на роль, от которой отказался год назад. Драма о человеке, пережившем потерю и ложные обвинения. Он не играл. Он рассказывал свою историю. Через другого героя. Когда вышел первый эпизод, 1000 зрителей написали одно и то же. Это не персонаж. Это сам Ким Су Хён. Он снова с нами. Он не давал интервью. Но его глаза на экране говорили все. Это не было возвращением к славе. Это было возвращением к самому себе. Он все еще с нами. Сегодня Ким Су Хён уже не тот, кем был когда-то. В его глазах нет прежней наивности, но в них появилась мудрость. Он стал тише. Реже улыбается на камеру. Почти не появляется на шоу. Но когда он играет, зритель не видит актера. Зритель чувствует человека. Он снова снимается. Он снова идет по красной дорожке. Он снова поднимает голову. Но теперь не ради популярности, а ради тех, кто когда-то, как и он, стоял на краю. На одной из недавних фан-встреч он произнес фразу, которая разлетелась по всему интернету. «Если бы я исчез, никто бы не услышал мое молчание. А теперь даже в молчании меня слышат». Он не забыл Ким Сэрон. Он не забыл девушку, которую потерял. Он не забыл ту ночь у окна. Но он научился жить с этим. И именно это делает его сильнее. Не непогрешимость, а уязвимость. Не идеальность, а раны, которые не скрыть. Сегодня он продолжает играть, но больше всего ценит простые вещи. Разговоры с матерью, закаты над морем и молчание, в котором больше нет боли. Он все еще с нами. И не просто как актер, а как человек, который выжил, простил и остался. Если тебя тронула эта история, пожалуйста, напиши слова поддержки на своем родном языке. Потому что язык добрых слов и любви не имеет границ. Он всегда понятен, всегда слышен. И, возможно, именно твои слова станут для кого-то спасением в трудный час. Берегите тех, кто рядом. И пусть каждому из нас хватит сил. Не просто выжить, а однажды снова улыбнуться. Всем мира, добра и тепла.